Привет, пилоты! Как у вас дела? На связи Ремейкер, канал TF.ru. По ходу одного из вчерашних матчей в мультиплеере Titanfall 2 я стал свидетелем жесткой беседы в игровом чате, непосредственно в процессе катки, где происходила классическая беседа диспутами, у кого что находится в мягком проходе, кто чью мамку кудать ведет и все в подобных кондициях. И я бы, скорее всего, не обратил бы на эту беседу никакого внимания, если бы в процессе не принимали участие старички, русскоязычные старички Титанов и представители мелкой, но очень говнистой сети. Несколькими днями ранее я также был свидетелем юзания галимых читов, игроком, который так или иначе взаимодействует с той самой сетью, ну или взаимодействовал, не той, о которой некоторые сразу подумали. Так вот, чел умеет хорошо читать геймплей, и ранее за ним ничего криминального не замечалось, но сейчас он юзает как минимум валхак. И это настолько очевидно, тупо и вообще никак не скрывается. Другой чел, ну теперь прямым тегом той самой сети, видимо уже более ответственно подошел к вопросу, потому как ни в чем другом, как только в задротской игре, я его заподозрить и не мог. Но мои случайные тиммейты и довольно известные тиммейты в андеграундах русского сообщества были прямо оппозитного мнения, и переписка на эту тему состоялась довольно жаркой и увлекательной. Само собой, хайпа здесь особого нет, так как я не произношу ники, названий сетей, да и выдумывать такое не приходится. Вы сами спотыкаетесь на подобном раз от раза, от катки к катке. И на самом деле, если симулировать некоторую ситуацию, когда Titanfall 2 релизнулся всего пару месяцев назад, и вы бы мне задали вопрос: Ремейкер, как относишься к читерству в нашей любимой игре? И ответ был бы что ни на есть, самым очевидным. В те времена, наверное, некоторые помнят, что я даже делал отдельную рубрику, экспозируя, как некоторые недобросовестные пилоты открыто юзали читы в своей игре или геймплее, которые они сами публиковали на YouTube. Но от рубрики далее пришлось отказаться, потому что я, как обычно, посрался с чуваками, которые кидали мне подобный геймплей с позиции свидетелей, и мне пришлось снести эту рубрику и все ролики из опасений, что мне попросту прилетят страйки за юзание их ранее отправленного геймплея. Правда, это мало помогло, один чел все-таки чуть позже добился страйка по другому вопросу, который провисел на канале то ли 3, то ли 4 месяца. Так вот, читеры. Как лично я отношусь к читерству в 2025 году? На самом деле, в последние пару лет я, с одной стороны, нейтрально отношусь к подобным нарушителям нашего порядка, с другой, даже с некоторым пониманием. Вот смотрите, сейчас объясню. В мультиплеере Titanfall 2 есть античит. Но он серьезно не обновляется с самого релиза игры, и по факту он бесполезен. Ведь если вы посмотрите на любой другой мультиплеер, у читеров не возникает совершенно никаких проблем защиты в тех самых Call of Duty, Apex Legends, Valorant, Counter-Strike, там Warface. Назовите вот буквально любой современный онлайн-шутер, который все еще активно поддерживается. И там обязательно будут серьезные проблемы с читерами, потому как сами читы – это реально масштабный и сверхприбыльный бизнес, которым занимается также целая сеть игроков даже в нашем нишевом комьюнити. И программное обеспечение в этой сфере дорабатывается и обновляется буквально вот в режиме реального времени. К примеру, Apex Legends или там Call of Duty Warzone называют донатными помойками, и вдобавок удивляются, как такие сверхприбыльные серии настолько отстали от производителей читов. Так вот, как говорилось выше, продажа подобного софта – это целая индустрия, и сколько бы финансов и усилий те же Electronic Arts или там Microsoft не вкладывали в защиту своих мультиплееров, в системе нет-нет, а все равно не перестанут присутствовать заметные дыры с безопасностью, потому как продюсеры читов, они всегда будут находиться на несколько шагов впереди. И для Titanfall 2 это самая настоящая катастрофа, которая не выходит за рамки дозволенного только по нескольким причинам. Во-первых, это старый и в масштабном смысле никому не нужный мультиплеер, а во-вторых, у игры довольно преданный комьюнити, и если вы откровенно юзаете читы, так скажем, с цветами и конфетами вас здесь встречать не станут. Но это все же не останавливает других игроков, которые так или иначе подкручивают софт, который объективно делает за них не 100% работы, конечно, а всего лишь там 5, 7, 10, может больше, а может и меньше. Как правило, это игроки, которые в целом обладают вполне достойным уровнем игры, но быть хорошими плеерами для них непростительно мало,
И любое поражение в катке или там просто близкий счет – это неприемлемо в принципе. Есть похожие ребята, которые обладают высоким скиллом, но юзают читы, дабы по уровню находиться в определенной тусовочке. А такие тусовки в Titanfall 2 есть с самого выхода игры, и считается в этих кругах, они реально так считают, что занимаются праведным делом, юзают читы, которые, по их мнению, всего лишь раскрывают, вернее, прираскрывают их потенциал и так нереально крутого геймплея. И вот мы переходим к самой трагичной группе читеров в Titanfall 2, а это такие ребята, которые устали играть против всей этой несправедливости, и все-таки сломались, надломились ребята, решили раздобыть тот самый софт, основываясь на праведных намерениях взять реванш, но далее распробовать вкус побед, то самое чувство триумфа, безнаказанного триумфа в проявлении своей доминации над обычными казуалами, и далее такие игроки, они уже никак не могут остановиться. Ну что здесь можно сказать? Делая выводы на основе моих личных наблюдений, знаний, ситуативных заметок, я уже давненько не осуждаю читеров в Titanfall 2, я их не приветствую, но не осуждаю. Потому как разработчикам этого самого Titanfall 2, вы сами все это прекрасно знаете и понимаете. Так вот, разрабам, проще говоря, показательно плевать как на весь этот мультиплеер, так и на всю серию Titanfall в совокупности по итогу. Плевать им на нас, на своих фанатов, знаете, даже не плевать, просто, как это объяснить, современный респаун вот прямо реально не в курсах нашего существования. Ну не существует для компании Respawn серии Titanfall. И здесь даже не вина Electronic Arts. Они, к слову, в 2017 году покупали эту студию более чем за $500 миллиона исключительно ради Titanfall 3. Исключительно ради Titanfall 3. Но сами разрабы во главе с Зампеллой настояли на Apex Legends и на всем том, результаты чего мы пожинаем последние лет 5-6. Нет поддержки игры, там будут читеры. Нет своевременных обновлений античита, они обязательно там будут. Нет банов за подозрительный геймплей, хотя бы по системе репортов, перекошмарят последних лояльных фанатов, вплоть до окончательного закрытия серверов. Поэтому хочу сделать обращение к вам, уважаемые зрители, дорогие пилоты, не тратьте время и нервы на всех этих амеб. Если видите читаков, вот прям конкретные признаки читерства, которые к тому же вообще никак не маскируются, не нужно вступать в бесполезные баталии. Ни геймплейно, ни словесно. Просто делайте то, что должно в таких ситуациях, идите в другой матч, игровой формат, зайдите в оборону Фронтира или вообще в другой мультиплеер. Но ни в коем случае не ищите читеров намеренно, никого не обвиняйте, не пишите репорты именно в Titanfall 2. Но если вам будет от этого легче, то, конечно, отправьте бесполезный репорт, который никто никогда не обработает. И, что немаловажно, не вступайте в бесполезные диспуты в игровом чате. Это не форум, это мультиплеерная игра. Здесь либо вы играете, либо нет. И вот конкретно в случае с титанами, все вышеперечисленное, это совершенно бесполезно, и, как говорилось ранее, здесь либо вырастаешь до уровня понимания ситуации, либо ловишь тильт и удаляешь игру. Другие опции, они строго ограничены, лично проверены неоднократно. Вам смотреть в подобные бездны вообще не рекомендую. Кроме грязи и помоев, вы там ничего не обнаружите. Следите за этим каналом, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер, отключаюсь. И вступайте в сеть Тифру в Titanfall